Эдгар Аллан По «Падение дома Ашеров». Все то унылое осеннее утро, весь тот глухой и безрадостный день, пока свинцовое небо давило на хмурую землю, я одиноко скитался верхом по унылой равнине. И вот, когда первые вечерние тени начали сгущаться в призрачные очертания, мой взор различил зловещий дом Эшеров. Необъяснимое томление, тяжелое и гнетущее, пронзило мою душу при виде этих стен. Я говорю «томление», ибо в нем не было и капли того возвышенного чувства, что рождается порой от суровых и безжизненных картин природы. Я взирал на открывшуюся мне сцену, на особняк, чужеродный в столь заурядном пейзаже, на емкие стены, на окна-пролеты, что смотрели пустотой глазных впадин, на жухлые пучки осоки и голые стволы дряхлеющих деревьев. Сердце мое сжалось от тоски, что можно сравнить разве что с пробуждением от опиумного забытья, с тем горьким возвращением в реальность, когда завеса грез поднимается, являя ненавистный взору мир. Холод пронзил сердце льдинкой, а воображение, бессильное, не могло найти ничего, чтобы утолить неодолимую печаль. Что же это? Остановился я в раздумье. Что за темная сила терзает мой дух при виде дома Эшеров? Загадка сия была неразрешимой. Я не мог ухватиться за смутные намеки видений, что роились в сознании. И оставалось мне довольствоваться малым, есть в мире сочетание самых простых вещей, что властны так воздействовать на нас, и анализ всего лежит в глубинах, для нас недосягаемых. Возможно, подумал я, стоит лишь чуть изменить детали сей картины, и ее гнетущая сила исчезнет. И, следуя сей мысли, я подъехал к обрыву, где черная вода пруда лежала недвижно, словно отполированная плита, и заглянул вниз. Но еще более жуткий трепет объял меня, когда я узрел перевернутое отражение седой осоки, призрачных стволов и тех самых пустых окон, что смотрели, как глазные впадины. И все же в этом пристанище скорби мне предстояло провести несколько недель. Его хозяин, Родрик Эшер, был когда-то моим закадычным другом, но с последней нашей встречи пролетели годы. Однако недавно, в глуши, я получил от него послание, исполненное такого отчаяния и трепета, что ответить на него можно было лишь личным визитом. Строки его дышали лихорадочным возбуждением. Эшер писал о невыносимых недугах, о гнетущем его душевном расстройстве и о горячем желании видеть меня, своего лучшего и единственного друга, с надеждой, что радость общения облегчит его муки. Так он писал, и все в письме том было криком души, требовавшим отклика. Я не мог медлить и отправился на зов, пусть он и казался мне весьма странным. Хотя в отрочестве мы были неразлучны, я мало что знал о внутреннем мире Родрика. Он всегда был необычайно сдержан. Мне ведомо было, однако, что род его, весьма древний, издревле отличался особой чувствительностью натуры, что проявлялось в творениях высокого искусства, в деяниях безудержной и щедрой благотворительности, а также в страстной любви к сложностям музыки, а не к ее общепризнанным красотам. Я знала еще один примечательный факт: дом Эшеров, при всей своей древности, никогда не разрастался вширь. Все его отпрыски рождались по прямой линии, самыми ничтожными исключениями. И тут в голове моей мелькнула мысль о полном слиянии характера сего места с нравом его владельцев. Размышляя об их взаимном влиянии за долгие века, я подумал, что, возможно, именно это отсутствие побочных ветвей, это неуклонная передача владений и имени от отца к сыну, и привело в итоге к полному слиянию понятий, так что первоначальное название усадьбы стерлось, уступив место двусмысленному и зловещему «дому Эшеров», что в устах местных крестьян означало и семью, и ее каменное вместилище. Мой ребяческий эксперимент с созерцанием зловещего пруда привел лишь к одному: мое первоначальное гнетущее впечатление удесятерилось. Я отчетливо сознавал, как во мне пускает корни суеверный страх, и одно это осознание лишь подстегивало его рост. Таков уж парадоксальный закон всех чувств,
что рождаются из ужаса. И вот, когда я вновь перевел взгляд с водной глади на сам особняк, в сознании моем родилась причудливая фантазия, столь нелепая, что упоминаю о ней лишь дабы показать всю мощь давивших на меня ощущений. Мое воображение, распаленное до предела, позволило мне ясно узреть, что дом и все поместье окутаны собственной, особой атмосферой. Она не была сродни воздуху небес, а медленно сочилась из прогнивших деревьев, ветхих стен и немого пруда, ядовитое, тяжелое испарение, ленивое, едва заметное, цвета расплавленного свинца. Стряхнув с себя наваждение, я пристальнее вгляделся в само здание. Главной его чертой была немыслимая древность. Время лишило его всяких красок, и мелкие грибки, словно саван, опутали весь фасад тонкой спутанной сетью. Однако это не было признаком полного разрушения. Ни один камень не выпал из кладки, и их стойкость составляла разительный контраст с общей обветшалостью. Все здесь напоминало мне старую деревянную утварь, что века тлела в заброшенном подвале, будучи огражденной от губительного воздуха внешнего мира. Помимо намека на тление, дом не проявлял и тени неустойчивости. Лишь пристальный взгляд мог отыскать едва заметную трещину, что, беря начало под кровлей, зигзагом сползала по стене и терялась в черных водах пруда. Взирая на все это, я по краткой аллее подъехал к самому дому. Слуга, ожидавший меня, принял лошадь, и я пересек порог под готическими сводами. Беззвучный, как тень, лакей повел меня сквозь мрак запутанных переходов в кабинет своего господина. Все, что я видел на стенах, лишь усиливало то смутное чувство, о котором я уже говорил. Резные потолки, темные обои, мрачные эбеновые полы и фантасмагорические военные трофеи, что злованно брецали при моих шагах, все это было мне знакомо с детских лет, и все же я изумлялся, чувствуя, как при виде этих обыденных вещей во мне рождаются незнакомые и тревожные грезы. На лестнице мне повстречался домашний лекарь. На его лице застыла смесь низкого коварства и растерянности. Он порывисто кинулся ко мне, пробормотал приветствие и тут же скрылся. Лакей же распахнул дверь и ввел меня к хозяину. Комната, куда я ступил, оказалась неимоверно высокой и обширной. Длинные стрельчатые окна зияли так высоко над черным дубовым полом, что до них невозможно было дотянуться. Блеклые багровые лучи, пробиваясь сквозь зарешеченные стекла, скупо освещали лишь самые выдающиеся детали, взгляд же тщетно силился проникнуть в глубину углов или в резные своды потолка. По стенам свисали тяжелые драпировки. Вся обстановка была допотопной, ветхой, громоздкой и неудобной. Повсюду валялись книги и музыкальные инструменты, но не могли рассеять могильной тоски. Я дышал воздухом скорби. Все здесь было пропитано чем-то суровым, глубоко печальным и неумолимым. При моем появлении Эшер поднялся с софы, где возлежал во весь рост, и приветствовал меня живостью, показавшейся мне вначале наигранной ужимкой светского человека, томящегося от скуки. Но один взгляд на его лицо убедил меня в искренности. Мы уселись, и несколько мгновений я молча взирал на него, испытывая смесь жалости и трепета. Еще никто не менялся до такой степени за столь краткий срок. Я с трудом верил, что это бледное создание, мой давний товарищ. И все же черты его лица сохранили свою утонченность. Мертвенная бледность, огромные, прозрачные и нестерпимо яркие глаза, тонкие, бескровные, но дивно изогнутые губы, изящный нос благородной формы с необычайно широкими ноздрями, слабовыраженный, словно лишенный воли, подбородок, волосы, нежнее паутины — все это в сочетании с высоким челом создавало незабываемый облик. Но теперь чрезмерность этих перемен заставляла меня сомневаться, кто же передо мной. Призрачная белизна кожи и сверхъестественный блеск глаз поражали и пугали более всего.
А эти шелковые пряди волос, вставшие дыбом в хаотичном беспорядке, не падали, а словно велись в воздухе, напоминая причудливые арабески, чуждые человеческому облику. Меня тотчас поразила несвязность в манерах приятеля. Я скоро понял, что это следствие тщетных попыток обуздать изнурительную нервозность, ставшую его сутью. Я ожидал чего-то подобного, судя по его письму, детским воспоминаниям и особенностям его натуры. Движения его были то порывисты, то вялы. Голос менялся от робкого шепота, когда силы, казалось, его покидали, до сдавленной, резкой, гортанной речи, того размеренного и выверенного говора, что можно услышать лишь у запойного пьяницы или опиумного едока в час наивысшего возбуждения. Именно таким голосом Эшер заговорил о цели моего визита, о своем отчаянном желании меня видеть и о надежде на облегчение, которое я должен был принести. Он пространно, с излишней обстоятельностью, описал свою хворь, назвав ее родовым проклятием, против коего нет снадобья, всего лишь нервное расстройство, тут же добавил он, которое вскоре должно отступить. Недуг проявлялся в целой гамме нестерпимых ощущений. Некоторые из них, вкупе с его манерой изъясняться, озадачили и повергли меня в смятение. Эшер страдал от болезненной чуткости, он мог принимать лишь самую пресную пищу, носить одежду лишь из определенных тканей, аромат любых цветов был для него пыткой, даже самый рассеянный свет ранил его глаза, и лишь звуки струнных инструментов не вселяли в него животный ужас. Я узрел, что Эшер всецело порабощен страхом, совершенно ненормальным. «Я погибну», — твердил он, — «я непременно погибну от всего жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне пасть. Я трепещу перед грядущим, не ради него самого, но ради того, что за ним последует. Я содрогаюсь при мысли о самом заурядном происшествии, что может возыметь действие на сей невыносимый душевный разлад. Не опасности я страшусь, но ее неизменной спутницы — боязни. Пребывая в всем безнадежном, всем жалком состоянии, я чувствую, что рано или поздно настанет миг, когда мне придется разом расстаться и с жизнью, и с рассудком в борьбе против лютого призрака, чье имя — страх. К тому же, из его отрывистых и темных намеков я постиг и иные, особенные черты его душевной муки. Он был всецело во власти суеверных ощущений, что сплелись с самим домом, из коего он не решался выйти вот уже много лет. Они были связаны с неким влиянием, о чьей мощи он говорил столь смутно, что слова его едва ли можно передать. Он утверждал, будто материальная сущность и сама форма родового гнезда, словно гнетущая ноша, придавили его душу. Будто физические элементы, эти седые стены, башни и темный пруд, в коем они отражались, наложили свою властную печать на все его нравственное бытие. Он, впрочем, допустил, пусть и после недолгого колебания, что невыразимая тоска, его угнетавшая, могла проистекать и из причины более естественной и осязаемой. Он разумел тяжелую и затяжную болезнь своей нежно любимой сестры, ее очевидную, уже приближающуюся кончину. Она была его единственной спутницей за все эти долгие годы, последним и единственным родственным существом на земле. После ее кончины, произнес он с горькой усмешкой, что стоит у меня перед глазами, я, больной и безнадежный, останусь последним отпрыском древнего дома Эшеров. Пока он изрекал сии слова, леди Маделин, так ее звали, бесшумно прошла через дальний конец комнаты и, не приметив меня, исчезла. Я взирал на нее с крайним изумлением, не чуждым ужаса, чувство, кое я до сей поры тщетно силюсь объяснить. Я онемел, следя за ее удаляющимися шагами. Когда же дверь наконец затворилась, я с невольным любопытством взглянул на ее брата, но он укрыл лицо руками, и я мог лишь разглядеть, что худые пальцы его, сквозь кои пробивались горькие слезы, отливали мертвенной бледностью. Врачевание давно уже оказалось бессильным перед недугом леди Маделин. Стойкая апатия,
постепенное угасание личности и частые, хоть и мимолетные, припадки каталептического свойства — таковы были признаки ее странной хвори. До сей поры она мужественно противилась недугу и не желала слечь в постель, но в день моего приезда, под вечер, она наконец покорилась сокрушающей силе разрушителя, о чем ее брат с предельным возбуждением мне и сообщил. Так я и уразумел, что узрел леди, по всей вероятности, в последний раз, и что более не встречу ее в мире живых. Несколько последующих дней мы с Эшером ни разу не вспомнили о ней. Все это время я тщетно силился развеять меланхолию моего друга. Мы вместе читали и рисовали, а порой я, словно убаюканный, внимал его полубезумным импровизациям, что он изливал, бренча на гитаре. И чем теснее становилась наша дружба, чем глубже я проникал в потаенные уголки его души, тем горше мне было сознавать тщетность всех попыток озарить ум, что был окутан, словно своей стихией, безутешным мраком что источал тьму, что простирало на весь моральный и физический мир свои всепобеждающие черные лучи. Мне навеки запечатлелись в памяти те незабвенные часы, что я провел наедине с владыкой дома Эшер. Но тщетной была бы попытка точно обрисовать характер тех затей или занятий, коим он меня приобщил. Идеальный экстаз, достигший крайних пределов, озарял все вокруг своим сернистым светом. Томительные песни, что пел Эшер, вечно будут отзываться в моей душе. Среди прочих погребальных напевов в сознании моем до сей поры дрожит безумная ария, что странным образом варьирует и дополняет один из последних вальсов Вебера. А те картины, что рождала его утонченная фантазия. С каждым новым штрихом они облекались в такую смутность, что я трепетал все сильнее, именно ибо не ведал причины сего трепета. Как живые, стоят они предо мною и поныне, но напрасно было бы пытаться вложить их сокровенный смысл в слово. Он приковывал и пугал взор предельной обнаженностью и простотой своих замыслов. Если когда-либо смертный и мог изобразить саму идею, то этим смертным был Родрик Эшер. По крайней мере, что до меня касается, в тех обстоятельствах, что меня тогда окружали, от всех чистых абстракций, кои ипохондрик переносил на полотно, на меня веяло неодолимым ужасом, даже тени подобных ощущений я не испытывал, взирая на грезы Фюзели, блестящие, но все же слишком телесные. Один из фантастических замыслов моего друга, не столь строго проникнутый духом отвлеченности, можно, пусть и весьма смутно, передать словами. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного и прямоугольного склепа либо туннеля с низкими, гладкими, белыми стенами, лишенными каких-либо выступов либо украшений. Некоторые детали рисунка позволяли заключить, что сей подземный объем залег на чудовищной глубине под поверхностью земли. Ни единого отверстия не было видно во всем его пространстве, не было видно ни факела, ни иного источника света, но поток ярких лучей заливал весь туннель, наполняя его фантастическим и неестественным сиянием. Я уже говорил, что слух моего друга пребывал в болезненном состоянии, делавшим для него всякую музыку несносной, за исключением неких звуковых сочетаний, извлекаемых из струнных инструментов. Возможно, именно то, что он ограничил свой талант узкой сферой гитарного бренчания, в значительной мере и обусловило причудливый характер его мелодий. Но что до лихорадочной легкости его мгновенных импровизаций, ее нельзя объяснить одним лишь этим. Сии необузданные фантазии, с их особым подбором звуков и слов, ибо музыка нередко сопровождалась стихотворными экспромтами, были плодом того напряженного умственного сосредоточения, что, как я уже говорил, проявляется лишь в мгновение крайнего искусственного возбуждения. Я легко запомнил слова одной рапсодии. Быть может, она поразила меня потому, что мне впервые тогда почудилось, будто Эшер вполне отдает себе отчет в том, что его возвышенный разум колеблется на своем троне. Стихи сии звались «Дворец», населенный духами, и звучали приблизительно, если не точно, так. 1.
В зеленой долине, где ангелы спят. Чудесный когда-то стоял замок-град. В краю идеальном, в стране грез и снов. Под светом серебряным лунных часов. Серафим, уставший, ловил тишину. И изумленно вздыхал в полусну. 2. Огни в завитках окон плясали в ночи. И знамена с ними велись, как плащи. Все это в былые века протекло. Давным-давно, давно уж прошло. В сумерках нежных погибшего дня. Ветер звенел, напевая, звеня. То налетал, то стихал он назад. Струя благовонный аромат. 3. Путники, в край тот блаженный попав. В окнах видали блуждающий сплав. Теней привидений, что шли, как во сне. Под звуки лютни в святой тишине. Трон, багряницей пышный одет. В сиянии являл многослитный портрет. Властителя лучший из всех он долин. Средь преданных им же дружин. 4. Дверь лучезарная в замок вела. Рубины и жемчуг на ней расцвели. В нее все плыло, и плыла, и плыла. Вся в отцветах ярких, в огне и в пыли. Созвучие нездешнее, строй и хвала. В очах сладострастие, что душу жгла. Все восхваляли разум одного, мудрость царя своего. 5. Все вдруг померкло, пришла череда темных сил, что теснили тогда. Плачьте. Плачьте. Над ним уж никто не возжжет никогда золотое пятно. В круг его дома заглохли цветы. Блеск и величие былой красоты. Помнится смутно, как старенький бред. Тлеет, лишь тлеет их след. 6. Путников мучают думы, их страх. Видеть сквозь стекла багрового сна. Тени, что реют в ночных зеркалах. Звуки, что стонут, рыдает волна. Там, где смеялось когда-то эхо, теперь. Сквозь дверь бледную, как призрачный зверь. Ужасы с хохотом диким идут. Мчатся, растут и растут. Я отчетливо помню, какое впечатление произвела на нас сия баллада, пробудив целую вереницу размышлений, и как вскрылось одно любопытное воззрение Родрика Эшер. Я указываю на него не столько ради новизны, ибо иные уже нечто подобное изрекали, сколько по причине того упорства, с каким мой друг его отстаивал. В целом, идея сия сводилась к признанию способности чувствовать за всем растительным миром. Но в расстроенном воображении больного она обрела куда более смелые очертания, с некоторыми оговорками, была распространена ими на мир неорганический. У меня попросту не хватит слов, дабы передать всю полноту и силу его убежденности. Оно было неразрывно связано, как я уже намекал, с серыми камнями, из коих был сложен дом его предков. Способность сия, утверждал он, была обусловлена самим порядком соединения сих камней, их расположением, а также несчетными грибками, расползшимися по их поверхности, и дряхлыми деревьями, что стояли кругом, но более всего в затяжной, многовековой неприкосновенности всей сей совокупности, удвоенной зловещим отражением в недвижных водах пруда. Доказательство сему, доказательство того, что все это чувствует, проявлялось, как он изрек, тут я невольно содрогнулся, в постепенном и неоспоримом сгущении собственной, особой атмосферы, что рождалось из вод и каменных стен. Результат всего, добавил он, проявляясь в течение веков, определил судьбу его рода и сделал его тем, кем он был, тем, кого я видел перед собой. Подобные воззрения не требуют комментариев,
и я воздержусь от них. Книги, кои мы читали, те самые, что долгие годы питали умственную жизнь страдальца, естественно, находились в строгом соответствии с характером сих видений. Мы вместе погружались в размышления над творениями вроде Вертверта и Шартрёза, Гресси, Вельфгара, Макиавелли, Рая и Ада, Сведенборга, подземного странствия Николая Климма, Гольберга, трактатов по хиромантии Роберта Флуда, Жана де Эндажене и де Лушамбра, странствий в голубую сферу Тика, города солнца, Кампанеллы. Особенно же он жаловал небольшой фолиант инадстава «Директориум инуситориум» доминиканца Эмерика де Жеронна. Подолгу мой друг грезил и над страницами Помпония Мелы, где ведется речь о древних африканских сатирах. Но главной, самой пленительной его усладой было вновь и вновь перечитывать диковинный и необычайно редкий фолиант Инуарта, отпечатанный готическим шрифтом, молитвенник некой забытой церкви, Виджлаи Мартуорум Секондром Черум Экклезиаe Агунтинаe. Мои мысли невольно цеплялись за странный ритуал, описанный в той книге, и за его тлеющее влияние на ипохондрика, как вдруг однажды вечером Эшер отрывисто возвестил мне, что леди Маделин более нет в живых, и что он намерен, до окончательного погребения, сохранить ее тело в одном из многочисленных склепов, сокрытых в толще стен здания. Я не счел себя вправе оспаривать его простую и ясную логику. «Как брат», — промолвил он, — «я принял сие решение, внемля необычному характеру недуга, сразившего усопшую, настойчивым расспросом ее лекаря, а также отдаленности и неприступности фамильного склепа. Не стану отрицать, при воспоминании о зловещей физиономии, встреченной мной на лестнице в день приезда, всякая охота прикословить исчезла, и предосторожность сия показалась мне не только естественной, но и необходимой. По воле страдальца я сам помог ему свершить сей акт временного упокоения. Тело было помещено в гроб, и мы вдвоем понесли тяжелую ношу к месту ее последнего пристанища. Склеп, куда мы направились, не отворялся столько лет, что, едва мы переступили его порог, факелы наши начали чахнуть в удушающей мгле, и мы едва могли что-либо разглядеть. Сырость и теснота царили в этом месте, куда никогда не проникал дневной свет. Узилище располагалось в самых недрах земли, как раз под той частью строения, где находились мои покои. В темные времена феодальной власти он, без сомнения, служил для целей куда более мрачных, а позднее был обращен из подземной темницы в хранилище для пороха или иных горючих веществ, ибо часть пола и вся внутренность длинного сводчатого коридора, что вел к нему, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь была защищена тем же способом. Когда же мы повернули ее на тяжелых петлях, раздался пронзительный, неестественный скрип, от которого кровь стыла в жилах. Установив гробовую крышку на подставке в всем царстве ужаса, мы приоткрыли ее, она еще не была завинчена, дабы в последний раз взглянуть на усопшую. Поразительное сходство между братом и сестрой бросилось мне в глаза с небывалой силой, и Эшер, будто угадав мои мысли, пробормотал несколько слов, из коих я понял, что покойная и он были близнецами и что их связывала необъяснимая, почти мистическая симпатия. Взоры наши, однако, недолго оставались прикованы к лицу почившей, смотреть на него без содрогания было невозможно. Болезнь, что погубила ее в цвету лет, оставила на щеках и груди легкий, насмешливый румянец, как это водится при недугах каталептического свойства, а также застывшую, многообещающую улыбку, столь жуткую на лице мертвом. Завинтив крышку и запер тяжелую дверь, мы, изможденные, вернулись в верхние покои, что едва ли были светлее. И вот, спустя несколько дней горькой печали, душевный недуг, терзавший моего друга, претерпел разительную перемену. Исчезли его привычные повадки. Обычные занятия были заброшены или позабыты. Он бесцельно скитался из комнаты в комнату быстрыми, неровными шагами.
Бледность его кожи стала еще призрачнее, а лучистый блеск глаз окончательно угас. Голос утратил прежнюю резкость, уступив место дрожи глубочайшего волнения, будто рожденного всепоглощающим ужасом. Порой мне казалось, что его неугомонный ум отягощен некой мучительной тайной, поведать которую он не смел. В иные же мгновения я склонялся к мысли, что все это не более чем причуда нарастающего безумия, ибо подолгу он застывал, вслушиваясь в пустоту, тщетно силясь уловить некий воображаемый звук. Неудивительно, что состояние его заразило и меня страхом. Я чувствовал, как его суеверные, властные фантазии медленно, но неотвратимо овладевают и моим сознанием. Всю мощь сего тлетворного влияния я испытал на 7-ю или 8-ю ночь после того, как мы поместили тело леди Маделин в склеп. Лег я спать поздно. Мгновения текли, складываясь в часы, а сон бежал от меня. Я силился унять нервную дрожь трезвыми рассуждениями. Я твердил себе, что большая часть моих ощущений порождена зловещей обстановкой, этими темными, истрепанными драпировками, что, нехотя повинуясь вздохам назревающей бури, вздрагивали на стенах и тоскливо шелестели вокруг резного алькова. Но усилия мои были тщетны. Неотступный ужас все глубже проникал в душу, и, наконец, беспричинная тревога обрушилась на сердце тяжелым кошмаром. Сделав усилие, я отринул его, приподнялся на подушки, вперяя взор в кромешную тьму, стал прислушиваться неведомо зачем, быть может, повинуясь инстинкту, глухим, неясным звукам, долетавшим невесть откуда в редкие мгновения затишья, когда буря ненадолго умолкала. Объятый острым, невыносимым страхом, я накинул одежду, ясно сознавая, что сна более не будет, и принялся быстро шагать по комнате, тщетно силясь вырваться из жалкого состояния, овладевшего мною. Едва я проделал это несколько раз, как мой слух уловил тихие, крадущиеся шаги на одной из соседних лестниц. Я тотчас узнал поступь Эшера. Спустя мгновение в дверь постучали, и он вошел, держа в руке лампу. Лицо его было мертвенно-бледным по обыкновению, но в глазах плясали искры неистовой, лихорадочной веселости, вся его особа была отмечена печатью сдержанной, истерической взволнованности. Вид его ужаснул меня, но что бы то ни было, любое общество было предпочтительнее томления в одиночестве, кое я так долго сносил, и с его приходом я почувствовал некое облегчение. «И вы не видели?» Отрывисто выкрикнул он, после того, как несколько мгновений вглядывался в окружающий мрак. «Так вы не видели?» «Но погодите. Сейчас вы узрите». Он стремительно, укрыв пламя лампы, ринулся к одному из окон, распахнул его настежь, прямо в объятия бури и тьмы. Вихрь, ворвавшийся с поистине дьявольской яростью, едва не поднял нас с пола. Ночь, буйная и мрачно прекрасная, была поистине безумна в своем ужасающем величии. Не было сомнений, смерч собрал всю свою мощь где-то совсем рядом, ибо направление ветра менялось с пугающей резкостью, а зловещая плотность туч, нависших столь низко, что, казалось, вот-вот раздавят башни дома, не мешало разглядеть, как они несутся с неистовой скоростью, сталкиваясь и переплетаясь со всех сторон, собираясь воедино, но не рассеиваясь в пространстве. Я говорю, что даже их чудовищная густота не мешала нам видеть это, и все же ни звезд, ни месяца не было видно, ни одна молния не вспорола небосвод. Но нижняя поверхность этих взбудораженных испарений, клубящихся исполинскими массами, а равно и все земные предметы вокруг нас, сияли фосфорисцирующим, призрачным светом газовых миазмов, что окутали весь дом саваном, слабо мерцавшим и отчетливо видимым. Вы не должны смотреть на это. Не смотрите, умоляю. Воскликнул я, дрожа всем телом, и с ласковой силой отвел друга от окна, усадив в кресло. К чему это волнение? Все сие не более чем электрический феномен, ничего необычного,
а быть может, это зрелище порождено ядовитыми испарениями, поднимающимися из пруда. Давайте закроем окно. Холодный воздух вам вреден. Вот одна из ваших любимых книг. Я буду читать, а вы слушайте, и мы вместе проведем эту ужасную ночь. Старинный том, что я взял, назывался «Безумный Трист» и был творением сэра Ланчелота Кеннинга. Назвав ее любимой, я скорее горько пошутил, нежели сказал правду, ибо в наивном и неуклюжем красноречии сего романа было мало что могло привлечь его возвышенный и утонченный ум. Но это была единственная книга, оказавшаяся под рукой, и я лелеял смутную надежду, что возбуждение, владевшее ипохондриком, утихнет. История душевных недугов полна подобных аномалий, как раз от избытка нелепых фантазий, коими изобиловало сие произведение. Судя по тому напряженному вниманию, с каким больной слушал чтение или делал вид, что слушает, я мог поздравить себя с успехом. Я дошел до знаменитой сцены, где герой Эсельред, тщетно пытаясь мирно проникнуть в жилище отшельника, решает взять силой врата. Слова в том месте таковы. Эсельред, от природы наделенный мужественным сердцем, а тогда еще и хмельной отворотой, обретший в нем силу, не стал более медлить с переговорами отшельником, кои явно был коварен и упрям. Но, чувствуя на плечах проливной дождь и страшась, как бы буря не усилилась, взмахнул он своей палицей и несколькими сокрушительными ударами пробил отверстие в двери. И просунул туда руку в железной перчатке, и изо всей мощи рванул он дверь на себя, и треснула она, и расщепилась, и разлетелась вдребезги. И треск оглушительный, и грохот поднялись кругом, и глухое эхо прокатилось меж деревьев. Закончив отрывок, я на мгновение замолчал и вздрогнул. Мне почудилось, хотя я тут же отбросил сию мысль как порождение расстроенных нервов, мне почудилось, будто издалека, из самых недр дома, донесся до моего слуха неясный звук, подобный приглушенному эху того самого треска и грохота, что столь живописно описал сэр Ланчелот. Внимание мое, несомненно, привлекло именно это совпадение, ибо среди скрипа ставень и обычного гула нарастающей бури сам по себе звук сей не заключал в себе ничего, что могло бы взволновать или смутить меня. Я продолжил чтение. Но доблестный рыцарь Эсельред, переступив порог, пришел в ярости и изумлении, ибо коварного отшельника и в помине не было, а вместо него дракон, покрытый чешуей вида чудовищного, с языком пламенным, стерег дворец золотой, чьи врата были из серебра, и на стене там висел щит из меди желтый и блестящий, а на нем надпись круговая. Кто дверь разбил, тот победителем был. Кто дракона убьет, тот щит себе возьмет. Взмахнул Эсельред своей палицей и ударил дракона в голову, и пал тот пред ним, испустив дух свой ядовитый, с криком столь ужасным и пронзительным, что Эсельред вынужден был заткнуть себе уши руками, дабы не слышать сего нестерпимого рева, подобного коему он отроду не слыхивал. Тут я вновь резко остановился, на сей раз объятый крайним изумлением, ибо не оставалось ни талики сомнений, что на сей раз я и впрямь услышал звук, хоть и не мог определить его источник, звук приглушенный и, видимо, далекий, но резкий, протяжный и невероятно пронзительный, точь-в-точь повторение того нечеловеческого крика, каким, по описанию, испустил дух дракон и каковой уже родился в моем воображении. При сём втором, столь же непостижимом совпадении, мною овладела целая буря противоречивых чувств, где изумление и ужас брали верх. Но все же я сохранил достаточно присутствия духа, чтобы не проронить ни слова, опасаясь растревожить и без того чуткие нервы моего товарища. Я отнюдь не думал, что и он слышал сии звуки, хотя, надо признать, странная перемена произошла в его облике за последние минуты. Сперва он сидел напротив меня, потом же, понемногу поворачиваясь в кресле, обратился лицом прямо к двери, так что теперь я видел лишь часть его профиля, но заметил, что губы его дергались, словно он что-то беззвучно бормотал. Голова его склонилась на грудь, но я видел, что он не спит.
по его позе было ясно, глаза широко раскрыты и пристально смотрят в пустоту. К тому же, само движение его тела, легкое, едва заметное, но неуклонное и монотонное покачивание, исключало мысль о сне. Быстро отметив все это, я вновь погрузился в повествование сэра Ланчелота. И тогда мужественный рыцарь, избегнув смертоносной ярости дракона и припомнив о щите медном и о чарах, над ним сокрытых, отодвинул с пути тело чудовища и смело ступил по полу серебряному к стене, где щит тот висел, но не успел он приблизиться, как щит сам сорвался и рухнул к его ногам на пол серебряный, с оглушительным лязгом и громоподобным грохотом. Едва замерли в воздухе сии слова, как вдруг, словно в самом деле медный щит обрушился на серебряные плиты, я услышал явственный, повторный удар, металлический, гулкий и дребезжащий, но, несомненно, приглушенный. Будучи не в силах совладать с собой, я вскочил, но Эшер, словно ничего не замечая, продолжал свое ритмичное покачивание. Я бросился к его креслу. Глаза его были неподвижны, черты застыли в каменном спокойствии. Но едва я возложил руку ему на плечо, как по всему его телу пробежала судорога, жалкая улыбка задрожала на его губах, и я услышал быстрый, невнятный шепот. Он бормотал что-то, комкая слоги, словно не сознавая моего присутствия. Наклонившись к самому его лицу, я наконец разобрал чудовищный смысл его речей. «Не слышите?» «Да, а я слышу, и давно слышал. Давно, минуты, часы, дни напролет, я слышал, но не смел, сжальтесь над несчастным. Не смел и слова молвить. Мы же похоронили ее заживо. Не говорил ли я, что чувства мои обострены? Говорю вам теперь, я слышал, как она впервые пошевельнулась в своем гробу. Слышал много дней назад, но не смел изречь. А теперь, сегодняшней ночью, Эссельред, Врата отшельника разрушены, и дракон возопил, и щит загремел. Скажите уж, ее гроб разломан, и скрипят железные петли ее темницы, и бьется она о медные своды. Куда бежать? Неужели она сейчас явится? Неужели прибежит сюда укорять меня за мою поспешность? Вот, слышу, как тяжело и гулко бьется ее сердце. Безумец. Он дико вскочил и выкрикнул сии слова, словно испуская с ними последний дух. Безумец. Говорю вам, она сейчас за дверью. И будто сверхъестественная сила его слов породила настоящее колдовство, тут же старинная стенная панель, на которую он указывал, медленно развела свои тяжелые, словно эбеновые, челюсти. То было делом неистового вихря, но из-за сей двери предстала высокая, закутанная в саван фигура леди Маделин Эшер. На ее белых одеждах виднелись кровавые подтеки, а вся ее худая стать носила следы отчаянной борьбы. Миг она постояла на пороге, шатаясь и дрожа, потом, испустив глухой, полный скорби стон, тяжело рухнула вперед, на своего брата, и в своих предсмертных судорогах, на сей раз окончательных, повлекла его за собой на дно смертной бездны, став жертвой страха, что он так долго лелеял. В ужасе я бежал из этой комнаты и из этого дома. Буря все еще свирепствовала с прежней яростью. Я пересек старую дорогу, как вдруг вдоль нее брызнул странный свет. Я обернулся, дабы увидеть источник сего необычного сияния, ибо позади не было ничего, кроме громады дома и его теней. Свет исходил от кроваво-красной полной луны, что, опускаясь к горизонту, ярко горела теперь в щели, прежде едва заметной, той самой, что зигзагом шла, как я упоминал, от кровли до самого основания. Пока я взирал, щель сия стала стремительно расширяться, вихрь взревел с новой мощью, лунный диск явился во всей своей полноте, голова моя закружилась,
я увидел, как могучие стены расступаются и рушатся, раздался долгий, бушующий гул, подобный реву тысячи водопадов, и темные воды глухого пруда угрюмо и безмолвно сомкнулись над обломками дома Эшер.